Добрый день, с вами канал Интерес, и сегодня у нас тема здоровья и как нам не болеть. Сейчас это особенно актуально, так как на дворе осень, а с наступлением холодов организм может сложно адаптироваться к погодным условиям, что может привести к ухудшению здоровья. Сегодня мы побеседуем с опытным врачом, лор-врачом, врачом-нутрициологом Зоей Новоселовой, которая лечит не таблетками, а только натуральными методами лечения. Мне в свое время ее посоветовала моя подруга, так как этот врач действительно вылечила многих со сложными хроническими заболеваниями. Тайм-коды видео я оставлю в описании, и кто не знает, если скорость беседы вам нужно увеличить, нажимаем на шестеренку в верхнем углу и регулируем. Зоя, добрый день. Благодарю вас за то, что вы согласились с нами на встречу, согласились нам объяснить некоторые моменты по здоровью. Почему именно я пришла именно к вам? Потому что вы врач, и врач, который именно лечит не таблетками, а правильными методами, способами лечения. Скажите, пожалуйста, может быть, введите нас в курс дела, почему именно так произошло, почему мы выбрали именно такой путь? Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Новоселова Зоя, я врач-нутрициолог, и в этой сфере я уже 18 лет, достаточно давно. Как я пришла к этому направлению нутрициологии? У меня двое детей, близнецы, которые при рождении достаточно много болели. Болели много и часто. И я как врач никак не могла решить эту проблему их частого заболевания, в результате чего долго и безуспешно искала, но в конце концов, судьба, наверное, меня вывела в то направление, в котором я сейчас и развиваюсь. Это нутрициология. Это комплексные добавки, биологически активные добавки к пище. Это концентрат трав, которые находятся в капсулах. И вот благодаря вот этому лечению, даже не лечению, а восстановлению здоровья, мои дети и я, и мой муж, и вся моя семья начали питаться правильно, начали вести немножко другой образ жизни, в отличие от того, что мы вели, в результате чего состояние здоровья детей восстановилось настолько, что в течение обучения в школе они у меня практически не болели. Это были единичные заболевания, которые вылечивались в течение 2-3 дней. Скажите, а что за система АБЦД? То есть я так поняла, что она состоит в том числе из очищения кишечника, то есть, как правило, у нас все болезни, наверное, связаны с тем, что у нас загрязнен кишечник, зашлакован. Расскажите, пожалуйста, про эту систему. Спасибо за очень интересный вопрос. Да, действительно, существует такая система, которая называется система оздоровления АБЦД. Или ABCD по-английски. Что такое A? Это активность. Это наш активный образ жизни. Это наша физическая зарядка ежедневная. Это наши занятия в спортзале, фитнес-залах, либо дома. В общем-то, это выбор каждого человека, но это активность. Это активная жизненная позиция, то есть мы говорим о том, что надо осознанно выбирать, чем мы питаемся, какую воду мы пьем, сколько воды мы пьем, как часто мы занимаемся физической активностью. Почему это важно? Потому что все наши органы и ткани питаются посредством крови. Из крови поступают все питательные вещества. Для того, чтобы питательные вещества дошли до органов, система кровоснабжения должна работать хорошо. Она работает хорошо только тогда, когда мы двигаемся. То есть мышцы являются той силой, которая помогает сжимать сосуды и доносить до наших органов все питательные вещества. Что такое Би? Это билдинг, это строительные материалы. В нашем организме 100 триллионов клеток. Это очень много. И каждая клеточка нуждается в своих строительных материалах. Это то же самое, как фундамент при строительстве дома. Если мы положим недостаточное количество цемента, да, либо
другие вещества, которые нужны для строительства, то, соответственно, фундамент будет разрушаться. В нашем организме происходит то же самое. Если мы недостаточно кормим наш организм теми питательными веществами, которые нужны для строительства наших клеток, а это и полиненасыщенные жирные кислоты, это фосфолипиды, это аминокислоты, которые нужны абсолютно каждой клеточке, и витамины, минералы, то, без чего наш организм не может нормально работать. Вот эти все строительные материалы, все эти вещества, они должны поступать в наш организм постоянно. Что такое СИ? Это клининг, это очищение. Вспомним себя. Каждый день мы чистим зубы. Для чего? Для того, чтобы не было кариеса. Периодически мы чистим колено в раковине для того, чтобы все, что попадает в раковину, нормально проходило. Если мы не чистим это колено, оно засоряется, в нем скапливается грязь, жир. Что мы спускаем в раковину? Мы только моем посуду. Правильно? Мы же не вываливаем туда куски грязи, но все это скапливается на стенках, присыхает и засоряет колено. То же самое происходит и в нашем организме. Если мы не будем заниматься очищением нашего желудочно-кишечного тракта, все будет скапливаться на стенках нашего кишечника. В этом случае те ворсинки, которые должны нормально работать и двигаться, покажу на примере. Вот если пальцы сложить и ворсинки двигаются хорошо, так работают они в кишечнике. Когда они засоряются, остаются только маленькие краешки. И, естественно, наш кишечник не может выполнить те функции, которые он должен выполнить. Питательные вещества, которые поступают с пищей, они не всасываются в том количестве, в котором они должны всасываться. И получается, мы едим на унитаз. Что такое D? Это defense, защита. Как я уже сказала, это то, что должно защищать наши клеточки. В нашем организме постоянно образуются раковые клетки, которые организм в силу своего нормально работающего иммунитета должен уничтожать. Так вот, защита – это качественная поддержка наших систем организма, будь то сердечно-сосудистая система, будь то иммунная система, желудочно-кишечный тракт, лимфатическая система, нервная система. Каждая из систем нуждается в защите и поддержке. Это те питательные вещества, которые целенаправленно работают на определенные органы и системы. Так работает наш организм. И когда он работает вот в таком комплексе, когда есть и активность, когда есть и достаточное количество питательных веществ, которые поступают с пищей, когда есть у нас система очистки, хорошо работающая, когда у нас есть те вещества, которые помогают защищать наш организм, то нашему организму очень легко справляться со всеми вопросами, которые возникают в нашем организме, будь то инфекция, будь то какие-то заболевания. Организм – это та система, которая способна самовосстанавливаться, но для этого нужны ресурсы. Вот благодаря тому, что мы поддерживаем организм, когда мы питаем его правильно, в этом случае есть те ресурсы, которые помогают нашему организму. Итак, мы понимаем, что мы должны заботиться о своем здоровье, правильно питаться, вести активный образ жизни. Я думаю, что эта информация заставит многих задуматься о своем здоровье, о том, как иметь здоровье на долгие годы и заниматься не лечением, а именно оздоровлением и восстановлением работы своего организма. Да, и поддержанием своего организма. С вами был врач-нутрициолог, врач интегративной медицины, лор-врач Новоселова Зоя. На сегодня у нас все. Если информация вам была полезной, ставьте лайки, подписывайтесь к нам на канал «Интерес». Если есть вопросы по здоровью, задавайте. Мы спросим у лор-врача Зои Новоселовой.
Напишите, хотели ли бы вы подробнее раскрыть сегодняшнюю тему. Мы обязательно включим ваши вопросы в наши темы видео. Всем пока!